Говорят, в этом мире есть знания, которые не должны быть открыты. Не потому, что они скрыты, и не потому, что их невозможно найти, а потому, что однажды увидев их, человек уже не сможет остаться прежним. Во время династии Затмения в глубинах подземного королевства Каэнрии, где небо никогда не касалось земли, а звезды были лишь отражением чужого света, жил юный монах. Его звали Ротванги. Он был всего лишь учеником в стенах университета Магистрорум, место, где стремилось понятие законы мира, которые, казалось, не имели богов. Но даже там существовали темы, о которых не говорили вслух. Запретные, стертые, забытые. Ротванги не искал их намеренно, по крайней мере, так он говорил сам себе. Пока однажды все не изменилось. Это произошло в одном из тихих залов, где хранились древние зеркала. Старые, потемневшие, словно помнившие времена, о которых не осталось ни имен, ни записей. Он подошел к одному из них и заглянул внутрь. Сначала он увидел собственное отражение, а затем нечто за ним. Это не была тьма. Тьма – это отсутствие света. Но то, что открылось перед ним, было глубже, бесконечней. Словно сама реальность дала трещину. Ротванги не отшатнулся, не отвернулся. Он сделал шаг ближе. Чем дальше он смотрел, тем яснее становилось. Это не разрушение, это не конец. Это возможность, и тогда он дал этому имя. Черный Элизиум. С этого момента его сердце уже не принадлежало этому миру. Он начал задавать вопросы, слишком точные, слишком опасные, и вскоре его вызвали на суд. Зал университета Магистрорум был холоден и пуст. Голоса звучали ровно, почти безэмоционально. Его обвиняли в стремлении к запретным знаниям. Спрашивали, что он увидел. «Истину», — ответил он. Для них это было ересью, для него — началом. Приговор был вынесен быстро. Изгнание. Но Ротванги не сопротивлялся, потому что мир, который его судил, уже потерял для него всякое значение. Он ушел не как изгнанник, а как человек, который оставляет позади все, что больше не может его удержать. За пределами Каэнрия его ждал холод и проклятие. Другие изгнанники теряли разум, теряли себя, но он нет. И тогда он сделал вывод. Это не случайность, это выбор. Он не просто увидел бездну, она позволила ему увидеть себя. С этого момента Ротванги перестал искать ответы. Он стал тем, кто должен открывать путь. Когда он скитался по миру, изучал древние записи, искал следы, но не находил ничего. Словно само знание было уничтожено. И тогда он начал искать незнание. И тогда он начал искать все связанное с бездной. Места, где что-то должно было быть, но не было. Так он пришел в Ноткрай, землю холодную, тихую и забытую. И там он почувствовал это снова. Границу. Тонкую, хрупкую, почти несуществующую. Он понял. Путь существует. И если он существует, его можно открыть. Но для этого ему нужно было больше. И тогда Ротванги исчез. И на его месте появился другой, Ротванг. При дворе Снежной он стал незаменимым. Алхимиком, астрологом, советником. Но за спиной его называли иначе. Безумный монах. Он не отрицал этого, потому что страх тоже был инструментом. Но Ротванг искал не власть, он искал ключ. Субатомный архитектурный модулятор протообъектов Сампа. Ну или мельница Сампа. И нашел его в человеке. Аврелиан. Юноша, который верил. Ротванг дал ему цель, дал ему смысл, дал ему судьбу. Но истина была иной. Аврелиан был не избранным, он был инструментом. Когда его роль закончилась, он был казнен, так и не поняв, что стал частью чужого плана. А Ротванг сделал следующий шаг. В Ноткрае он начал строительство. Столб Эмблы. Механизм, который должен был разорвать небо. Сампа-мельница стала его сердцем. Он собирался открыть пути и привести в мир бездну. Не как разрушение, как
освобождения, но в последний момент ему помешали. Алия. Она поняла то, что он отказывался принять. Он не знал, что находится по ту сторону, и все равно был готов разрушить мир. Он пожертвовал собой. Сам помельница вышел из-под контроля. Столб рухнул, и Ротванги погиб, но не исчез. Он возвращался снова и снова, с каждым разом становясь все меньше человеком и все больше идеей. Говорят, он восстанет дважды и трижды будет повержен. И только тогда его путь закончится. Но даже сейчас, в самых отдаленных местах, можно почувствовать странное. Шепот, искажение, ощущение, что мир не так прочен, как кажется. И тогда остается вопрос, что именно он увидел? Безумие? Или истину, которую мир не готов принять? Потому что, возможно, самое страшное в этой истории не бездна, а то, что он назвал ее раем. Интересные факты и скрытые отсылки. Но история Ротванги становится еще интереснее, если посмотреть на нее глубже. Существует мнение, что образ Ротванги частично вдохновлен фигурой Распутина, русского мистика, который обладал огромным влиянием при дворе последнего императора России. Распутин был известен не только своим влиянием, но и легендами о своей неубиваемости. Говорили, что он пережил отравление, несколько выстрелов и все равно продолжал жить. И хотя эти истории, скорее всего, преувеличены, в них легко увидеть параллель с Ротвангом, который также возвращался снова и снова. Ротванг не просто выжил, он возвращался, и каждый раз становился все менее человеком и все более идеей. Этот мотив делает его не просто персонажем, а чем-то ближе к мифу. Само имя Ротванг тоже несет в себе скрытый смысл. И Ротванги, и Ротванг переводятся как краснощекий или румяный. Интересно, что такое живое значение имени резко контрастирует с тем, кем он становился в итоге. Имя Ротванг также встречается в классическом фильме «Метрополис». Там это ученый, одержимый своими идеями и готовый идти до конца, несмотря на последствия. И хотя прямого сходства немного, сама архетипическая роль остается узнаваемой. Согласно лору, персонаж по имени Флинце лично встречал Ротванга при дворе Белого Царя. Это подтверждает, что Ротванг был не просто легендой, а реальной фигурой, влиявшей на ход событий. И если тебе интересны такие истории, лор и скрытые тайны мира Genshin Impact, подпишись на канал и включи уведомления. Всем до встречи!